Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил. Жареная в рукаве курица, картофельное пюре с чесноком, жареная в духовке с сыром. Выглядит аппетитно, получилось обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня в качестве гарнира я решил сделать картофельное пюре с чесноком и запечь это в духовке с сыром. Это обалденно вкусно. И к этому, к мясу я решил в рукаве испечь в духовке кусочки курицы. Результат будет обалденно вкусный. И к этому просто я подкинул вам идею, к чаю я сделаю еще вафли тоже. Если у вас есть машина, которая выпекает вафли, вы берете инструкцию и по инструкции там все делаете. У каждой машинки свои инструкции. Из этого я показывать не буду, как я буду все это делать. А ваше внимание уделю, как делаю пюре и курицу. А чтобы время не терять, покажу все, как я буду делать. Итак, здесь я уже картошку вычистил, вымыл, долил водою. И сюда же я добавляю зубчики чеснока. Ну, у меня здесь 7 маленьких зубчиков. И так пойдет вариться. Чеснок даст приятный, такой пикантный вкус картошки тоже. Здесь кусочки курицы я уже вычистил, вымыл. Сейчас я порежу их пополам. То есть здесь куриные ножки у меня. Отправляю в миску сразу же. И замаринуем. В качестве маринада я сюда отправлю лимонный перец. Это обалденно вкусный перец. На семье это полюбили. Этот добавим. Добавлю немножко дайджон французской горчицы. Добавлю немножко аджики. Отправим сюда сметану. Пару ложечек с горочкой. Это будет хороший соус там тоже. Немножко подсолим. Много солить не буду, потому что аджика соленая по себе. И горчица тоже. Сейчас я приготовлю пакет, куда это все отправим. И рукой сейчас все это перемассажирую. Рукой намного удобнее это делать, чем ложкой. И в то же время у меня руки чистые. Всегда перед тем, как я готовлю, я мою руки. Вот так я все перемешал. И так я сейчас переложу сразу в пакет. Все это гриб вымыть сюда. И все, пакет отправляется. Так. Так, пакет я по старинке завяжу рукою. Есть вот такие пластиковые, но мне не нравится, как они. Я считаю, что рукою намного удобнее это завернуть. И сделаю
пару дырочек, чтобы воздух выходил во время готовки. Так. Сразу же я в духовку это отправлять не буду. Оставим так полчасика, пускай маринуется. И через полчасика можно поставить в духовку 180 градусов на 1 час. А я теперь займусь приготовлением вафлей. Итак, здесь я замесил тесто для моих вафлей, пользовался рецептом от машинки для вафлей. Так что каждая машинка имеет свои рецепты, из-за этого я с вами не делюсь рецептом сейчас. И здесь вот такая у меня машинка для вафлей, она сейчас нагревается, как нагреется, например, пик даст сигнал, и тогда заливаем тесто, она автоматически уже скажет, когда все готово. Итак, картошка у меня сварилась, отцедила от воды. И заправляю точно так же, как и нормальное картофельное пюре. Добавляю сюда перец молотый. Вот так. Масло. Сливки жирные. И солим по вкусу. В моем случае я сейчас советую не солить сильно, чтобы слегка подсолено было, потому что потому что сыр по себе соленый, и там будет такой приятный баланс, очень соленый сыр и картошка. И теперь я просто это протолку обычным способом. Пюрешка получилась обалденно вкусная. Я перенес в эту форму. И сейчас мы распределим хорошо здесь по форме. Вот так. Беру сыр тертый. И высыпаю все сверху. Я пользуюсь побольше сыра, потому что этот сыр очень вкусный, очень хорошо пойдет, когда он зарумянится еще в духовке. Даже такая приятная корочка сыра получится. Вот и все. И отправляем это в духовку 180 градусов примерно 20 минут. А в то же время я уже нарезал в качестве салата немножко вареной свеклы. Так что 180 градусов 20 минут. Ну, вот такой ужин у меня получился. В рукаве испеченная курица, картофельное пюре с чесноком, под сыром. И сделал вафли. И сейчас теперь красиво я положу на тарелочку. Итак, вот такой финальный результат получился. И картофельное пюре с чесноком, под сыром. Курица, жареная в духовке в рукаве. И в качестве украшения я добавил зеленый лук. И также вареная свекла в качестве салата. Итак, с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. В моем случае сделал картофельное пюре с чесноком, поджаренным в духовке под сыром. Это обалденно вкусно получилось. И к этому в духовке в рукаве прожарил куриные ножки. Результат обалденно вкусный и аппетитный. Ну и, конечно, к чаю я еще испек вафли, которые я не стал показывать, как делать, потому что это я пользовался вафельницей, и каждая вафельница имеет свои рецепты. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то подобие такого, почему бы и нет. Я сейчас заканчиваю это видео, моя семья садится теперь за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.